Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Сегодня хочу провести такой небольшой видос сравнения часов Galaxy Watch 4 с Galaxy Watch 3. Какие их особенные отличия, да, между собой. Ну и стоит ли менять, допустим, если у вас Galaxy Watch 3 есть на Galaxy Watch 4. Нужно это делать или не нужно? Короче, об этом поговорим. Ну и в оконцовочке, как заключение, хочу поговорить о том, что же будет с часами на Tizen. Да, это я имею в виду все Galaxy Watch 3 пошли ниже, там Active 2, Active, Galaxy Watch, Galaxy S3, Gear S3, Gear S2, ну и все, в принципе. Поэтому поехали, значит. Ну, первое и самое очевидное в нашем случае отличие — это, естественно, операционная система. На Galaxy Watch 3 это Tizen OS, на Galaxy Watch 4 это Wear OS. В чем отличие этих систем? А вообще, в принципе, в корне отличие. Tizen система, она такая более мягкая и менее прожорливая, допустим, чем Wear OS. Но в плане кастомизации, да, Wear OS намного лучше, чем Tizen OS. Что я имею в виду под словом кастомизация? Это, если вы, допустим, хотите установить какие-то модифицированные приложения, ну, на свои часики, допустим, под Tizen OS, это Wear, вернее, Watch 3, то это целый геморрой. Там столько всего надо сделать вообще. Ну, к примеру, если вы находитесь в той стране, где недоступно, допустим, Samsung монитор здоровья для измерения артериального давления, крови и ЭКГ, тогда вам нужны там костылики. Да, это нужно установить приложение на часы с помощью, допустим, компьютера, да, ну, модифицированное, в том числе и на смартфон, тоже модифицированное приложение, и тогда это можно завести. Короче, видосы есть у меня на канале. То это столько нужно сделать делов, мама дорогая. А если установить русифицированную версию, то это еще больше геморроя, короче. В плане Wear OS на Watch 4, то это намного проще. Вообще можно легко это установить как с телефона, так и с компьютера, причем без каких-либо особых знаний. Просто просмотрели видео на моем канале и легко все это дело установили. Вот такое вот. Хоть батарейка здесь больше на Watch 4, чем на Watch 3, но тем не менее Watch 3 работают дольше, чем Watch 4. Именно по этой причине, что Wear OS, Android в другом случае, да, оно прожорливее, чем Tizen OS. Но как я уже сказал, кастомизация. Даже можно изменить движение оболочки вообще в целом вот данного. Я, кстати, ее поменял. Как это сделать, я как-нибудь запишу видосик. Это сделать легко через меню разработчика, да, или режим разработчика, который открывается на Galaxy Watch 4. Так же, как и на любом Android устройстве, в принципе. На Tizen вы этого сделать ничего не сможете. Удалить с Tizen, допустим, встроенные приложения, это в принципе невозможно. На Wear OS это сделать легко, на Galaxy Watch 4 вообще легко. Любое системное приложение можно удалить. Это тоже есть на канале у меня, как это сделать легко и просто. Называется, по-моему, как удалить Bixby, короче. Ну, я на примере этого показываю. Но Bixby нужно удалять только APK, сам файл, но не другой файл, который есть, в принципе, должен быть в системе. Иначе вы, если вы его удалите, тогда у вас Samsung Pay накроется. Вот так вот. Что еще? Какие отличия кардинальные здесь? Да? На Galaxy Watch 4 у нас доступен Google Pay. Оплата Google Pay. На Tizen OS ее в принципе нет, только есть Samsung Pay. И не думаю, что кто-то ее сюда будет сейчас заводить на Tizen OS. Потому что они резко перекинулись на Galaxy Watch 4, на Wear OS. Соответственно, особо заморачиваться они сейчас по этим часикам вообще не будут. Что касаемо измерительных процессов всех. На обоих часах доступны такие измерения, как измерение артериального давления, также и ЭКГ. Это без вопросов. Доступно измерение кислорода в крови, сколько, да, на обоих. Ну и все остальные фишечки. Это автоопределение тренировок, там, далее там шаги, этажи, сожженные калории и все остальное, все есть. На
Watch 3 нет только измерения состояния тела. Хотя, в принципе, датчики у данных часов идентичны. Вообще, в принципе, идентичны. Понимаете, в них нет никакого абсолютно различия. Они абсолютно одинаковые. Что здесь датчики есть, да, что здесь? Что здесь вот этот вот есть для измерения ЭКГ, как они там называются? Это не датчик, а это металл, да, металл, для того, чтобы он к телу прикасался, короче, другими словами, и был как проводник. Ну, это для измерения ЭКГ. Для измерения состояния тела, в принципе, то же самое используется. Вот эти вот датчики используются, ну, и, естественно, сами световые датчики, там, светодиоды, вот эти светодиодные датчики, там, какие есть, я не знаю, как они точно называются, поэтому простите меня заранее за это. Как бы для того, чтобы измерять состояние тела на Watch 3, в принципе, все есть, с одним но. Для того, чтобы изменить состояние тела, нужно двумя пальцами нажимать вот на эти вот кнопочки, вот так вот их и держать, короче, да, не касаясь тела. Знаю, что, допустим, на Watch 3 точно при использовании или измерении ЭКГ мы касаемся вот этой верхней кнопки. Соответственно, она как-то совмещена там со всеми этими датчиками, да. Не знаю, как насчет вот этой вот кнопочки. Допустим, с Galaxy Watch 4 там однозначно эта кнопочка, она задействована, да. Здесь я не знаю. Смогут ли или в будущем реализуют ли они измерение тела, да. Возможно. Состояние тела, возможно. Реализуют и на Watch 3. Не знаю, как системно это доступно будет или нет. В принципе, все датчики, которые для этого нужны, они есть. А дальше уже зависит все от кнопочек. Так что, ну, вот так в этом случае. Далее, касаемо что-то тренировок там и так далее и тому подобное, то, допустим, если вы отжимаетесь, сейчас я вам изображу, ну, вот таким вот образом, да, от пола, то на Watch 4 кнопочки вот эти не нажимаются. На Watch 3, хотя и тут присутствует такой же выступ, все равно они нажимаются. Не раз уже пробовал, поэтому на тренировочках приходится часики вот эти вот снимать. Если вы делаете упражнения, связанные с полом, да, там упор вам надо на руки делать и так далее и тому подобное, то по-любому будет все нажиматься. И Samsung Pay постоянно срабатывает. Постоянно срабатывает. В плане наличия софта, да, но софт сейчас весь, я думаю, что будет производиться именно для этих часов, для Galaxy Watch 4. Сейчас циферблатов, конечно же, для Galaxy Watch 4 намного меньше, чем для Galaxy Watch 3, потому что все-таки на Tizen там куча циферблатов, реализованы они классно вообще, есть крутые прям циферблаты, ну и стоимость их не особо дорогая. Допустим, для Galaxy Watch 4 сейчас много тоже циферблатов, такие как приложения, которые, так скажем, одно приложение ставишь, и там куча этих циферблатов. Там нужна подписка и всякое остальное такое. Там настроечки, кастомизации этих есть циферблатов. Короче, геморройно все. Вот на самом деле геморройно. Мне не понравилось. Ты ставишь это приложение, потом еще надо настраивать, потом еще там переводить. Ну, короче, ну, совсем мне не понравилось на самом деле. А тут легко как бы установил циферблат и все. Один он есть у тебя и без всяких подписок купил, там можешь цвет поменять, все остальное, да. Но сейчас это делается тоже как бы и на Wear OS. Все разработчики, по крайней мере, которых я знаю, да, уже приобрели себе часы Galaxy Watch 4 и просто с огромными усилиями, так скажем, с головой нырнули для того, чтобы разрабатывать циферблаты для Galaxy Watch 4. Так перспективно это действительно. Поэтому они сейчас все здесь. Вот, допустим, вот этот циферблат, это цифровая копия часов от Biotech. Прям от Biotech называются часы. Сейчас я вам скажу. Вот они, видите, Biotech. Это точно их копия. Часы механические, короче, там чьи-то, я не помню, стоят не $1000. И вот этот вот циферблатик стоит 1500 рублей. У меня будет скоро обзор на него. И будет несколько купонов. Купонов мало, по-моему, 6 штук. Поэтому следите за видосом и сможете получить бесплатно данный циферблат. Софта, по поводу софта, да, на Galaxy Watch 4, в принципе, софта уже сейчас больше, чем для
в Galaxy Watch 3. Софт какой я имею в виду, да? Ну, всяких там приложений, просто полезных действительно приложений, сейчас уже здесь больше, чем здесь. И эта тенденция будет только увеличиваться, потому что я понимаю, что на Android, видимо, все-таки приложение делать попроще, чем на Tizen OS. Потому что за столько лет существования Tizen OS так и не сделали на него полноценный WhatsApp, на него так и не сделали полноценный Telegram или полноценный Viber. Представьте, вот за столько много лет ни одного из этих приложений нормальных в принципе нет. Для Galaxy Watch 3, ну или на всех часах Tizen OS. Для этих часов уже есть. Viber, правда, нет, но есть Telegram. Можно поставить браузер Chrome или Mozilla, там, или еще какой-то. Я сейчас уже провожу испытания, чтобы завести WhatsApp. У меня почти получилось, но я думаю, скоро получится. И как только получится, я сделаю видос, как запустить WhatsApp. Ну и как мы понимаем, что сравнительно недавно эта системка только заработала на Samsung, поэтому я думаю, что в ближайшие полгода, либо год существования этих часов, или, так скажем, следующая модель, которая выйдет под Wear OS, там уже будет все на мази. И будет и WhatsApp нормально работать, и Viber на них самостоятельно будет работать. Ну и много-много-много других приложений, таких как YouTube и все остальное. Хотя YouTube уже сейчас есть платный, и он такой кривоватый. Мне не понравился. Я его сначала купил, потом вернул деньги. Кстати, вот это еще тоже одна из хороших особенностей. Если вы купили какое-то приложение на Galaxy Watch 4, и оно вам не понравилось, то вы можете его как бы вернуть деньги за него обратно. На Galaxy Watch 3, в принципе, это сделать невозможно. Ну а теперь о перспективах, да. Ну, в целом я уже как бы сказал о перспективах. Сейчас, ну, на Galaxy Watch 3, если и будет обновление, то не больше 2. Мне кажется так. Ну, глядя на все то, что происходит, я думаю, что не больше 2 обновлений еще каких-нибудь будет там в плане безопасности. Возможно, как я уже сказал, измерение тела, состояние тела запустят. Может быть, если это действительно возможно по железу, то должны они это сделать. Так же, как в свое время это сделали, все-таки они реализовали на Active 2, да, измерение давления и ЭКГ. И на активах. Поэтому возможно. Что-то там какое-то прям сверх такое новое навряд ли уже будет на Galaxy Watch 3. Навряд ли. Не будет уже заморачиваться. Даже и сами разработчики, которые там есть, они сейчас большими темпами или огромными темпами переходят все на Wear OS, на Google Play, да, и там начинают свою работу. Поэтому что-то нового ожидать на Galaxy Watch 3 не стоит. Если вы особо не заморачиваетесь по часам и вам не нужны новшества, да, там какие-то там, и тем более, если вам не нужно измерение состояния тела, то менять вам часики я эти в принципе не советую. Они отлично работают, все эти функции, которые в принципе там заложены и нужны, они вполне себя оправдывают, ну и работают, как я уже сказал, чуть-чуть дольше, чем Galaxy Watch 4. Ну, а если вам просто хочется, чтобы у вас было что-то новое на часах, тогда Galaxy Watch 4 милости просим. Потому что, как я уже сказал, на Galaxy Watch 3 вы уже нового ничего не дождетесь. Вот такой, ну, это мой прогноз, да. По факту, конечно же, может все быть по-другому. Но я просто уже часы у меня, начиная с Galaxy Gear S2, я пользуюсь часами Samsung. И просто вспоминая те времена, как там все это было происходило, то все, как выходила новая версия, то про старую, естественно, забывали. А тут тем более такое изменение серьезное, как бы. Поэтому тем более, я думаю, что забудут сейчас про все часы на Tizen OS. Ну, и самое то, что интересно, Gear в Galaxy Watch 4 дешевле, чем Galaxy Watch 3. У меня вот эта вот алюминиевая модель, да, я ее брал за 35 тысяч. Это же за 30 тысяч сталь, ребятушки, сталь дешевле. Сталь дешевле. Больше и дешевле.
Поэтому, ну, смотрите сами, конечно же. Лично мне просто интересно и в плане новшеств, мне просто нравится новенькое, новенькое. Как говорят мужики, все как дети, остаются, да, только игрушки, стоимость у них другая уже, а все остальное тоже самое, интерес, азарт. А если вы не такой человек и не заморачиваетесь, то вам и не стоит менять. Конечно, на канале я также дальше буду показывать обзоры циферблатов на Galaxy Watch 3, на Galaxy Watch 4. Если какие-то будут приходить или новые приложения появляться там, новые какие-то фишечки на Galaxy Watch 3, естественно, я тоже буду это все освещать. Ну, в целом, как-то вот так, дорогие друзья. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. В описании видео есть ссылочка на чат Telegram Galaxy Watch и новостной канал Telegram Galaxy Watch. Там очень много информации, все бесплатные циферблаты, они там, ребята, там. Подписывайтесь, естественно. Ну, пишите свои комментарии по поводу этого видосика. Ставьте свои лайки, естественно. И на колокольчик жмякните, и вы видосы не пропустите. Пока, до новых встреч.